Оказывается, в свое время были проведены ряды исследований, в ходе которых выяснилось, что действие аспирина возможно даже в том случае, если человек представляет, как он его принимает даже мысленно. Круто? Знали об этом, да? В целом, во время проявления заболевания у человека происходит появление его вначале на физическом уровне. Так появилась идея, почему бы не начать работать в момент физического заболевания с физической проблемой и только после этого с энергетической. Таким образом, можно постараться убрать огромное количество физических проблем человека. Итак, я сегодня вам дам возможность научиться работать вкусами. Если человек начинает работать вкусами, то тогда он может вылечить себя от ряда заболеваний. Также, если вы будете представлять, будто вы этими вкусами лечите другого человека, то тоже можете лечить ряд заболеваний. Я раньше немножечко об этом давал информацию, а сейчас дам немножечко еще. Итак, пишем вкус сладкий. Итак, вкус сладкий. Лечит заболевания головы, склероз, слабоумие, нервные состояния, печень. Как же лечиться? Рассказываю. Представляете, будто во рту конфета. Рассасываете ее и глотаете. Снова представили конфет, рассасываете и глотаете. Снова представили конфет, рассасываете и глотаете. Снова представили конфета, и так 108 раз. Что будет лечить? Если вы с инсультом, может полечить вам инсульт. А если у вас склероз, слабоумие, если у вас сознание устало и вы медленно разговариваете, используйте вот такую гомеопатию, используйте сладкий вкус. Хочу дать различия в применении этой практики. Человек, который будет есть конфету, то тогда действия углеводов, которые он примет, они будут работать по-другому. Я сейчас вам рассказываю об эзотерической гомеопатии с применением фантазии или с применением иллюзии вкусовой. То есть я не делаю так, чтобы принимать конфету, я делаю так. Я представляю, будто у меня лежит сахар или конфета, и ее, или там сладкая водичка, и ее я либо пью, либо представляю, будто она у меня во рту есть. Таким образом, я как бы представил, будто я выпил чай сладкий, черный, он у меня во рту есть, и глотаю его. Куда его направляю? Не имеет значения. Использоваться с целью накопления энергии, которая будет лечить все, что находится у вас выше плечей, то есть голову. И печень. Итак, у вас очень плохое и нервное состояние, можно его полечить при помощи вот такой гомеопатии. Представь сладкую конфету и ее проглоти. Также можно попросить пациента, ну если он, конечно, захочет это делать, потому что обычно они этого не хотят делать. В тот момент, когда у него есть проблема печени, нужно ему говорить, мысленно представляй, будто ты глотаешь сладкое. Также, если у вас в семье кто-то очень сильно нервничает, то можно совершить специальную практику. Можно представить, будто этого человека вы кормите сладкими леденцами. Это человек с малиновым или клубничным вкусом. Если вы будете это делать, то каждый человек, кто добровольно, мысленно возьмет у вас эту конфетку и съест, будет испытывать доброту и не будет испытывать по отношению к вам злости. Понятно? Провели просад, называется. Следующий вкус острый. Лечит заболевания сердца, от плечей и до солнечного сплетения. Вкус острый лечит заболевания сердца, излечивает ритм сердца, а также возбуждает энергию чувственную. Мягче человек становится, добрее. Ага. Вкус острый лечит панкреатит человеку еще.
Острый, если представлять, будто печет во рту, то лечит панкреатит. Аллергия с чем связана? Аллергия. Да. Ну, это печень. Сладкое надо представлять. Аллергия сладкая представлять. Дальше. Вкус кислый. Лечит заболевания желудка. Вот я придумал, как вам сказать. Смотрите, вкус сладкий возбуждает энергию сознания. То есть все, что в голове. Вкус острый возбуждает энергию чувственную. Все, что в груди с чувствами связано. Поняли? Дальше. Вкус кислый возбуждает энергию жизненную. Жизненную. Та, которая в животе находится. То есть все, что в животе, начинает возбуждаться. Вкус горький, пишите, угнетает энергию чувственную и энергию сознания. Итак, вкус горький лечит замерзание, психические отклонения, истерии, горький, да, истерии, гипертонию, горький, да, горький. Пекучий — это острый, а это горький такой надо представлять, как будто водкой полоскаете рот. Успокаивает, мозг отпускает, голову отпускает, а также тело разогревается, исчезают нервные состояния такие физические. Если вы будете использовать гомеопатическую таблетку, то используйте ее так. Утром проснулись и представляете, будто во рту держите сладкую конфету. Таким образом, у вас и чувств будет больше прибавляться, и голова лучше работать. Представляете? А если вы хотите вечером успокоиться и ничего не получается, то можете съесть горькую таблетку мысленно, и вас будет отпускать. Потому что и голова расслабляется, и как-то человеку становится легче. Тем не менее, это не панацея для всех. Вы можете использовать персонально для себя свой индивидуальный вкус, который себе придумаете. Очень удобно. Я считаю, что данными методами можно лечить человека. Можно ли это передавать каким-то образом? Можно. Вы можете заряжать пищу вкусом, необходимым для того, чтобы человеку было лучше. Таким образом, если человек будет принимать от вас даже сахар, вы можете подуть на него и дать возможность этому сахару приобрести вибрацию, ту, которая необходима для этого человека. Поняли? Таким образом, вы можете дать человеку вибрацию, даже дав его или угостив его определенной, определенным блюдом, апельсинкой, мандаринкой или еще чем-то. То есть создайте свою гомеопатическую вибрацию, лечите этой гомеопатической вибрацией тех людей, которые нуждаются в этом. Понятно? Интересно? Дальше мы переходим к следующему методу. Он называется эзотерика для омоложения. Метод Козырева. Профессор Козырев в свое время доказал математическую формулу, и она звучит так. Чем больше времени тратится на появление объекта, запишем его. Итак, метод Козырева. Чем больше времени тратится на появление объекта, тем больше энергии появляется в объекте, и тем больше объект будет жить. Здесь ключево. Давайте еще раз. Чем больше времени тратится на появление объекта, тем больше энергии в объекте, и тем больше объект будет жить. Согласны? Тогда условно можно сказать, что 9 месяцев, которые вынашивает вас мама, является ключевым элементом к тому, чтобы вы не жили долго. Кто с этим не согласен? Смотрите, чем больше времени тратится
создавания объекта, тем дольше этот объект будет жить, правильно? И тем больше в нем энергии. Можно ли сказать, что если вас выносили 9 месяцев, или выносили 7 месяцев, или выносили 10 месяцев, это на самом деле не играет особой роли. Вот если бы вас выносили и вместо 9 месяцев вас бы носили там 60 месяцев, то тогда количество вашей жизни или длина вашей жизни увеличилась бы во много десятков раз. Сразу же вопрос про слонов. Почему же слоны долго живут? Ведь их вынашивают очень долго. Слоны в неестественной для своей системы, проживают в неестественной для своей системы жизни. Таким образом, они не живут в тепле, очень часто умирают от сердца, от сердечных заболеваний, аритмий, переохлаждений и так далее. Они должны кушать много, жить в пустыне, жить в безумной жаре и так далее. А там они не выживают, потому что это все на них тоже пагубно влияет. Поэтому слон так устроен, что в нем энергии много. Почему? А ну-ка, такую большую машину, поддерживая все время, нужно тратить огромное количество энергии. Тем не менее, количество энергии, которое тратится на то, чтобы слоны или выносить слонов, достаточно для того, чтобы они жили долго. Но природа так устроила, чтобы они жили мало. Тем не менее, мы можем изменить такой ход событий и можем придумать метод, который поможет нам жить дольше. Каким образом? Вот таким. Вы должны представить, запишем это. Вы должны представить, будто вы разговариваете со своей мамой. Как будто вы с ней встретились. И она вам говорит: ты представляешь, Олег, ты представляешь, я хочу тебе рассказать. Когда я тебя вынашивала, я вынашивала тебя не 9 месяцев, а 90. Делать это нужно только один раз. Быстро вспомнили, она вам сказала и забыли. Вот если так проделать, ну хотя бы неделю, то вы заметите, ну вот если утром сделать, то до вечера появляется невероятный энергетический подъем. Мы так делали когда-то, помнишь? Появлялся подъем. Подъем появляется, при этом эффект еще и омоложения. Я сомневаюсь, что мы при этом проживем много-много жизней, тем не менее, какие-то модели нашего психологического старения, они меняются в момент проведения данного принципа или данного метода. И как ни странно, появляется достаточно большое количество энергии. И скакать хочется, и жить хочется, и так далее. Вы можете быть пионерами в этой области и попрактиковать метод, при котором вы будете один раз в день на протяжении 365 дней целый год представлять, будто вы видели маму, и она вам сказала, что она вас вынашивала длительное время. Я вам скажу так, даже 10-дневное проведение данной практики воспоминания всего лишь один раз в день, без остальных воспоминаний, как эзотерическая пилюля создает предпосылки яркого воздействия на энергетику нашего тела. Меньше хочется спать, больше хочется двигать, много хочется работать. Супер вообще, супер. При этом еще и восстанавливаешься. При этом хочу сказать сразу, если вы очень сильно переживательный человек, любые воспоминания, связанные с родителями, вызывают тяжелые воспоминания и стрессы, то тогда лучше пропустить данный метод и его не использовать. В чем особенность? Если человек представляет или кто-то при представлении подтверждает, что его кто-то выносил, мама же вас выносила, это как бы организм воспринимает, да, она выносила. А здесь она при встрече вам говорит: только я тебя носила не как обыкновенные люди 9 дней, 9 месяцев, а 90 месяцев. Это включает какую-то функцию в нашем мозге, у нас добавляется, как откручивает большое количество энергии. Прямо и глаза лучше работают, и мозг лучше работает и так далее. Классно. Попробуем уже. Сладость появляется, конечно. Любое воспоминание мамы — это сладость. Не зря говорят: живи как в меде купался, как колобок в масле. Это же хорошие слова. Вы представляете, если вы будете представлять, будто вы купаетесь в меде и в меде плаваете, это привлечет в вашу жизнь материальное благополучие. Хотите записать? Пишите.
Если мысленно представлять, будто купаешься в меде, только он не сверху льется, а вы в него зашли и плывете. Поняли? Не вот так, а вот так. И он желтый, красивый, сладкий. Надо себе ванну медом набрать. Ничего, мы в Египте сделаем медовые ванны у кого-нибудь. Где у них столько пчел? Что они там едят? Там же вокруг одна пустыня. Да. Метод Гермеса. Следующий метод, очень интересный, называется методом Гермеса или метод вакуум Гермеса. Человек умирает, это связано с тем, что в середине его сознания, чувствах и в теле происходит микроудовлетворенность. Каким образом это происходит? Я удовлетворен своими знаниями, плюсик. Я удовлетворен тем, что я все знаю, плюсик. Я удовлетворен тем, что я везде почувствовал, плюсик. Я удовлетворен, что этого со мной не будет, и значит, я удовлетворен, это никогда и не появится. Видите, это условно все называется концепцией. Да? Когда человек живет, то в его теле появляется огромное количество концепций. Смотрите, 3 точки, это как бы еще будет. А когда уже плюс или там восклицательный знак, это значит уже есть. Таким образом, можно условно представить, в нашей голове происходит бесконечное появление концепций. Вот это, а что, я этого не знаю. Или вот это, да, это и так, а этого вообще со мной не будет. То есть мы начинаем объяснять себе, что все, что происходит с нами, это является нашими концепциями. Посмотрите на ребенка. Он что не видит или что не хочет, что бы не видел или к чему бы не прикасался, все является для него новинкой. Правильно? Все является для него новинкой, и это очень длительное время. В нем, вот такое вот сознание, познание, оно в нем очень длительное время существует. Почему? А разве это, причем тут почему? Разве это не доказательство того, что взрослый человек отличается от маленького, только что родившегося ребенка, тем, что взрослый человек, его уже ничего не интересует, он уже все нашел, себе уже везде полностью ответил, все абсолютно доказал, полностью во всем получил удовлетворение, и его уже практически ничего не интересует. В отличие от маленького ребенка, которого интересует каждая пылинка, каждая частица, каждое движение, каждый цвет, каждая, наверное, деталь и так далее. Представляете, да? А теперь давайте проведем аналогию. Что же недостает взрослому и что присутствует все-таки у малыша? Итак, нас делят 3 элемента концепции. Концепции в голове, концепции чувственные в середине нашего груди, чувственные, и концепции денежные в середине нашего живота. Это и называется трехичный путь познания мира. Когда ты все познал, и даже твое познание может быть таким. Я познал то, что это мне недоступно. Точка. Я тоже это познал. Поняли, да? Вот смотрите, как у человека происходит. Есть люди, которые говорят, я стремлюсь для того, чтобы заработать 1 000 000. И после этого всю жизнь стремятся, даже не заработав. Вот они стремятся, у них есть мотивация, они будут жить. У человека, который не будет уже стремиться к этому, он говорит, я все равно никаким образом никогда уже не смогу этого заработать. Точка, все. Я уже поставил восклицательный знак, и больше незачем в эту сторону даже думать. Поняли, да? И его это больше не интересует. Почему? Поставь точку, чтобы человека не интересовало. Я уже очень взрослая, мне вообще уже никакие отношения не интересуют. Все, точка. И меня не интересует уже, зачем мне это, мне уже это не интересует. Это самые страшные слова, которые человек может говорить. Почему? Молодость связана с тем, чтобы нас интересовало, и мы постоянно хотели познавания. Нас должно интересовать и мотивировать любой познавательный процесс, связанный с внешним миром, если он не граничит элементу нашего здоровья. То есть нам не надо познавать каждую следующую там, женщину, мужчину или еще что-то.
Нам не нужно познавать каждую красивую бутылку с наклейкой, понимаете, потому что это может быть яд, водка или другой алкоголь и так далее. Мы можем познавать, и я говорю о познаваниях наших мысленных, познаваниях наших чувственных и познаваниях наших денежных. Таким образом, старайтесь познавать, а не старайтесь концептуализировать. То есть я заработал, мне уже всего хватает. Самые страшные слова. Я заработал, хочу зарабатывать и буду дальше зарабатывать. Как же можно это все из себя убрать? Путем метода, который очень длительное время хранился в тайне. Здесь сразу же вопрос. Дуйко говорит, хранился в тайне. Кем хранится в тайне? От кого хранится в тайне? От обыкновенных людей. А где же этот метод вы можете... А где же вы об этом методе можете узнать? Ребята, если бы я сказал, где мы можем об этом методе узнать, тогда я был бы здесь ненужным. Согласны? Поэтому давайте мы оставим, где я это взял, а все-таки да, пусть это будет подвержено тайне. Оказывается, данный метод является методом, который назван вакуум Гермеса в честь Гермеса Трисмегириста. А данный метод считался тайным, потому что он включает у человека желание и мотивацию. Данный метод является методом дыхательным. Представляете? Что должен сделать человек? Он должен работать с первым элементом сознания. Сознание. Почему? Если вы здесь все найдете, там со всеми переспите, не со всеми переспите, то тело жить будет. Если вы здесь все прочувствуете, чего-то не дочувствуете, то вы жить будете. А если вот здесь все объяснено, тогда вам смерть. Поняли? Тогда вам смерть. Поэтому и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. То есть точно так же и в человеческом сознании. Нужно найти возможность опустошить это сознание согласно самого Трисмегириста. Он говорил, не нужно опустошать сердце, опустоши свое сознание. Каким образом он рекомендовал выполнять данную практику? Он делал так. Он говорил, специальное дыхание выглядит так. Вы должны выдохнуть и представить, будто в вашей голове вакуум, и там ничего нет. Если где-то в вакууме вы заметите восклицательный знак, плюс или еще что-то, вы обязательно это должны выдуть из головы. Откуда оно должно выходить? Вообще не имеет никакого значения. Из головы, из носа, из ушей, все равно. Делается это так. И представляю, будто у меня в голове пустота, как будто в камеру смотрю, в покрышку. И когда уже нет сил мне держать, я делаю так, как будто воздух зашел. И снова делаю так. Представил, будто там в середине у меня вакуум, в голове. Как ни странно, выполняя данный метод, даже не длительное количество времени, мы очень-очень омолаживаемся. Как так это устроено, непонятно. Показываю, как я это выполняю. Вот смотрите, я делаю так. Здесь важнее представить, будто в голове ничего нет. Выдохнул, сижу, представляю, в голове пусто, ничего. Вот что-то там замелькало, представил, будто это что мелькало, там вышло из уха и выпало там. И после этого держу и делаю так. И снова. Здесь передерживать, чтобы упасть, не нужно. Когда уже хочется вздыхать, то не нужно держать по максимуму, чтобы не мочь дышать. Это больше мыслительный процесс, чем дыхательное упражнение. Поняли? Здесь важно вот что сделать. Найти то, что в вакууме создает процесс возбуждения, найти то, что в вакууме создает процесс блестения, и это все из вакуума достать и выкинуть. Поняли? Это очень важно. То есть представили там вакуум, если что-то заблестело, вот так вот вынесли, прямо представляя, будто вы это либо руками, либо там головой как-то вытряхиваете. Поняли? Это очень улучшает наше сознание, это просто лечит наше тело, невероятно улучшает еще и возможность длительной жизни. Данный метод в алхимическом своде РСА, данный метод был описан чуть ли не как метод, который дает возможность дотронуться к скрижали Гермеса, который прожил там очень длительный период времени и нашел вот это алхимическое звено длительной жизни. Так вот этот вакуум Гермеса и являлся тем камнем философским, который позволял человеку жить как можно дольше. Понятно, да? Несложно. А как это устроено?